В интервью с Пупеем на 5-й минуте 38-й секунде начинаются страшные артефакты, и вы это увидели. Спасибо, что написали об этом в комментах, это было очень важно. А помните, в одном из прошлых интервью я уселась в кроссовках в кресло, и вам это очень не понравилось. И угадайте что? Я сделала это снова. Забыла снять. Эти долбаные кроссовки. В такой запаре косяки могли быть гораздо хуже. Я сделала чертовую кучу интервью с этого интернешнала. И остался всего один. Самый неуловимый. И самый мидорожденный. Он доджил меня целых 2 года. И я выпытала у него все. И теперь вам предстоит посмотреть самое важное интервью в карьере Данилы Ишутина. Модный приговор. Тапки-носки. Готовлюсь к интервью. Бульба! Бульба говорит, картоха будет в этом году. Посев отлично. Ты завтра работаешь? Да. Тебя за себя и за Сашку. Сколько вы играли? Час. Дай попить что-то. А что еще есть? По-моему, очень тихо. Я позаимствовал большую фиссуру у Артура. Костя бедный. А ну что, ты ж не можешь соображать так. Не может. Просто я однажды вела виплей. Он болтал без остановки, Да. отвечаю. И ты не понимаешь, Смоглю. Да, Саша. Он вообще все грамотно, осторожненько, там поправляет, помогает. А этот просто вот нон-стоп По-китайски. по-китайски Класс. валит. За ваше здоровье. Все, вещи. Ну что, поехали? Заряжай игру азартом. Лучшие коэффициенты. Покрытие всех лайв и прематч событий. Делай ставки с надежным букмекером и побеждай с любимыми командами. Бери свое с GGBet. Здравствуйте, друзья! Наконец-таки у меня на интервью Данила Ишутин. Даня, привет! Привет. Слушай, ты самый популярный и медийный человек в киберспорте, но при этом, Это неправда. ну хорошо, хотя бы в СНГ киберспорте. Нет. Давай, просто согласишься, и мы продолжим Я не согласен. вопрос. Давай так, раз тебе не нравится моя формулировка, давай я ее чуть-чуть переформулирую. Вот. Ты очень востребованный медийный человек в киберспорте, но при этом попросить тебя уделить время мне на интервью оказывается сложно. Ты вот всячески доджишь этот процесс, хотя для тебя, казалось бы, это настолько уже такая привычная штука, дать интервью, это вот так вот. Я Почему не доджу, любишь? я наоборот был за, у меня просто не было времени. Ты на интернешнале здесь как аналитик. Впервые вот, да, так приехал на весь турнир. Вообще, какие впечатления и что действительно у тебя настолько нет времени ни на что? На самом деле, я первый раз аналитиком сюда приехал, да, в студию аналитики русскую, вот, но также я участвую в студии аналитики английской, Китайской. ну, китайской на долю секундочки, вот, и поэтому так получается, что сложно двум студиям состыковаться в расписании. Обычно студии делают так, что, ну, ты там работаешь одну, вторую игру, потом работает кто-то другой, на следующий день там как-то меняются и так далее, а у меня оно прыгает. Да. И поэтому получается, что мне надо все время сидеть, ну, я с удовольствием смотрю игры, но тем не менее. Будет сделано, ты такой, да, будет рабочий. сделано, да, раб Данило, вот, сижу, ну, я от этого получаю удовольствие, мне интересно, это для меня первый раз, но получались всякие несостыковочки там с расписанием, вот, перепрыгивали, там, меня там туда переставляли, сюда переставляли. Получается так, что я не высыпаюсь, да, где-то уже 4-5 дней подряд я не досыпаю, и уже вот сейчас я чувствую такую сильную усталость. И чтобы вы понимали, ребята, мы сидим в 11 вечера, Уже 11:30. а вставать рано утром. Даня, спасибо тебе. Так в смысле? Это я должен говорить спасибо, что берешь у меня интервью.
Нет, действительно. Просто если я буду тупить, вы там скидку сделаете. Если я буду тупить, тоже, пожалуйста, мне скидочку. Тебя уже неоднократно звали на аналитику, это я точно знаю. Но вот наконец-таки ты согласился. Вот почему? Я долго думал, ехать на International, не ехать, в качестве кого. То есть я даже не знал, возьмут меня, не возьмут, если пригласят, не пригласят. Вот, то есть это же все неизвестно. Но потом решил, что пропускать International все-таки не стоит, надо поехать. В то же время что-то я могу чем-то помочь на этом International, чтобы и зрителю было, возможно, интереснее где-то, какими-то знаниями поделиться. Где тебе больше нравится работать? В англоязычной или в русскоязычной? Или, может быть, не нравится, а вообще специфика работы отличается? Специфика работы, ну, похоже, конечно, но чуть-чуть чем-то отличается. Я не буду выделять, где мне больше нравится, чтобы никого не обижать. И там, в принципе, нормально. Конечно, немножко не так, как я себе это воображал или как я это ожидал для себя. Когда я думаю, там, вот, аналитика, как это выглядит, то есть сидят люди, там, смотрят игры, записывают какие-то, выписывают моменты, о которых они будут себе говорить, потом садятся и разбирают игру, там, вот, по макро, по драфтам, по всему, показывают, кто где там куда пошел, почему это делать не надо было. То есть, ну, делятся знаниями, потому что они же видят всю карту сверху, то есть им легче как-то проанализировать в те или иные моменты. Но по факту на деле это все совершенно не так, потому что, во-первых, нет времени. Получается, что ты не можешь сильно много рассказать именно конкретно об игре, и ты все обобщаешь. И получается, ну, где-то ты рассказываешь много, где-то поменьше, добавляешь это какими-то историями из доты, ну, то есть, грубо говоря, развлекаешь людей в паузах. Вот так получается. Поменял ли ты, вот, скажем так, впечатление о студии и о людях, которые там работают, вот когда ты непосредственно попал уже в нее? Частично возможно, но просто мне кажется, что всю систему, возможно, нужно как-то поменять или продумать более грамотно, чтобы тогда был какой-то смысл. Потому что так получается, что мы меньше студия-аналитика, а больше ведущие и развлекательный контент в паузах между играми. Тебе не особо такое заходит? Потому что ты человек вообще, ты человек повеселиться, оркестр, ты можешь все повеселиться, делать. поразвлекать людей, ну, мне всегда весело, если это кому-то доставляет, приносит улыбки, я всегда рад. Но все-таки мне бы хотелось, конечно, больше на таких турнирах выступать в качестве игрока, а не веселить людей. Можно и то делать одновременно. Выступать в качестве игрока и людей веселить. Тебя вот с точки зрения игры какая-то команда или, может, команды удивили? Ну, давай подумаем. Абсолютно все команды играют по-разному. Из разных регионов стили игры отличаются. Даже в одном регионе стили игры могут отличаться. Как там Вичи и OGD играют по-своему. И то между ними небольшая разница. И там какие-нибудь RNG играют совсем по-другому. Как говорят, есть интернешнлская мета, когда ты приезжаешь на турнир, и те, кто под эту мету успевают найти ее, и те, кто успевает под нее подстроиться, борются за самые высокие призовые. Конечно, единственная команда, которую я бы выделил, наверное, это OG, потому что они именно те чуваки, которые не боятся что-то пробовать на International в плей-оффе, или даже не в плей-оффе, неважно, выходить за какие-то рамки и пытаться использовать что-то дикое. Ладно, когда у тебя есть там шанс ошибиться, там best of 3 или best of 2, а здесь чувакам вообще пофиг, по-моему, какая бы ситуация ни была. Вот, не знаю, возможно, психолог им в этом помогает, какой-то у них подход там особенный, то есть в котором они решили, а нам пофиг, ребята, нам здесь топ-16 достаточно, давайте просто играть, веселиться. Но при этом, как бы они ни выходили за рамки, все равно просматривается логика в том, что они делают, логика в их драфтах, баланс драфта, оно все плюс-минус соблюдается. И ты смотришь и думаешь, вау, круто, то есть вот они выделяются. Представим, есть весы. На одной чаше личный скилл игроков, на второй чаше психология команды. Вот что сейчас перевешивает в современной мете? Команда из условно хороших игроков, но с такой очень, знаешь, сильной такой волевой какой-то атмосферой в команде, либо же команда вот прям супер задротов, супер микроскиллщиков и так далее. Я каждый раз говорю, и люди это очень плохо воспринимают, они на это агрятся, я не знаю, с чем это связано, вот только могу предполагать, что игра становится проще, ее казуалят в плане скилла. То
То есть она становится все менее и менее требовательная к скиллу. Я помню, ты это еще 3 года назад говорил. Говорил и продолжаю говорить, да. То есть она стала более командозависящей, более драфтозависящей, более IQ-зависящей. И вот как раз-таки психологически, взаимностью, какой-то сплоченностью от этого больше зависит, чем от твоих прямых рук. Условно, просто банальный пример. Приходит Сумаил на Кунке, вот на турнире сейчас, против Тинкера Вихи. Тинкер, ну, по идее, должен очень неплохо постоять, там все зависит от первых 2 крипвейвов, кто там как пару крипов первых добьет, и от этого все дальше сноуболится, но тем не менее для Тинкера это не такая плохая линия. Сумаил его просто разнес в щепки. Но потом получается так, что он бегал, Тинкер делал свое дело, он делал свое дело, Тинкер набрал свои айтемы, и вместе с командой они победили. Буквально там 1-2 килла, и все преимущество, которое там Сумаил набил, которое бы условно там сколько-то лет назад, когда это было важно, из-за того, какая была дота, он бы смог реализовать, то сейчас не может реализовать, потому что все упирается все равно в драфт и в командное взаимодействие. И из-за того, что даже как бы Кунка невероятно все круто не сделал, а он сделал все супер, просто, ну нереально круто, это ничего не дало. Они проиграли игру без шансов. На Интернешнале у нас 2 команды, которые представляют наш регион. Нави, Virtus.pro. Если говорить о каждой команде, вот чего ты от них ожидал? Такого ли результата? Чего не хватило? Честно говоря, грустно. Я думал, что результаты будут выше. Если говорить по максимуму, то от ВП я ожидал, что они могут войти в топ-3, любое из этих мест, или хотя бы топ-6. В худшем случае топ-8. А от Нави я ожидал топ-6, это в идеале. Дальше было бы очень сложно им. Топ-8 это, ну, неплохой результат, но видел, что могут быть и топ-16, и топ-12, и даже маленькая вероятность того, что топ-18 тоже была. Все, в принципе, говорят, что любая команда может победить любую. Все верно, попасть на турнир сложнее, чем на турнире войти в топ-8. Вот я это вижу так. То есть есть очень много команд, которые приближаются к тир-2, тир-1,5 уровню, вот где-то там. Им не хватает какого-то там опыта, немножко знаний, где-то чуть-чуть не везет, еще что-то, неважно. Везет сильнейшим, так что это такое. Если они попадают на турнир, у них есть хорошие шансы поджимать какие-то карты и где-то даже обыграть грандов и войти в топ-8 занять. Вот как Infamous нам показали условно. Да. Я не скажу, что прям супер крутая команда, хотя за них даже притопить хотелось. Да, Они да, классные ребята, супер активно играют. Симпатизирует. Вот, вызывали какие-то позитивные эмоции, как Cinderella Story, как говорится. Тем не менее, это вот пример тоже. И таких примеров достаточно. И такие команды выстреливают иногда, которые приезжают на один турнир, потом пропадают. Поэтому я говорю, попасть на турнир сейчас сложнее. И вот как раз-таки из-за этого поднимается вся эта тема, что проблемы с тир-2 сценой, что никак она не вознаграждается, вот эти все дела. То есть я, в принципе, согласен, что очень много команд, которые весь год очень жестко пашут и не получают ровно ноль, ровно ничего. То есть дай бог, чтобы у них даже зарплата какая-то была. И так ты долго не поиграешь, скорее всего, рано или поздно ты поймешь, что вот, надо чем-то в жизни заниматься, чтобы зарабатывать на жизнь, на семью там будущую и так далее, и так далее. И люди будут забивать, что не есть, наверное, супер круто для доты, поэтому их нужно как-то им помогать в этом плане. Как им помогать? Как помогать? Ну, как многие говорят, можно отсыпать процентик с призовых с International, и, в принципе, все будут уже рады, наверное. Все говорят, наверное, что там у Virtus.pro, скорее всего, будут там замены, там, дисбанд или замены. Как ты думаешь, вот что им вообще нужно делать? Нужно ли... Я знаю, что ты такой поклонник идти по более сложному пути. Всегда легко, да, там, развалить все, а вот построить что-то сложно. Вот ты SEO Virtus.pro, ты главный. Вот сейчас ты можешь решить, что делать с составом. Что бы ты делал? Сейчас? Да. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Сейчас будет отпуск, как обычно. Сейчас уже нет выхода. Уже, наверное, команда доведена до такого состояния, что без замен, наверное, не обойтись. То есть придется кого-то менять, чтобы встряхнуть состав, и он мог заново нормально работать. Это проблема не организации, не целого, это проблема игроков. Так получается, что ты начинаешь играть, ты находишься на низине. Потом ты поднимаешься, ты в себя больше веришь, у тебя больше зарплата, там... Все становится круче, и вот тут уже появляется эго, с ним сложно бороться, особенно в определенном возрасте, скажем так, еще сложнее бороться с ним.
И если не помогать с ним бороться, то потом появляются проблемы. Проблемы появляются, люди между собой сложнее находят общий язык, сложнее идут на компромиссы. Потом из-за этого появляются конфликты, которые практически невозможно решить. И, ну, скажем так, люди не учатся на чужих ошибках. Это основная общая проблема вообще всех людей. Человечество вообще, Да, в принципе. везде. И отсюда все, наверное, идет, да. Коллективу Нави. Что нужно делать? Коллективу Нави, ну, я не Я знаю. понимаю, что сложно сказать со стороны, когда ты там не знаешь всей этой внутренней кухни, но в целом, может ли Нави продолжать вот играть этим составом и успешно? Может, абсолютно, да, может продолжать играть этим составом. Насколько успешно, не знаю. Мне сложно сказать. Мне, например, не очень симпатичен стиль игры сейчас, который выстроился. Возможно, это только из-за того, что такая мета. Возможно, из-за того, что каких-то героев в пуле не хватает. Или ребята их не хотят использовать. Я не знаю внутренней кухни, то есть я ничего не могу сказать. Но вот конкретно мне не особо А нравится. чего не хватает? Чего не Ну, хватает? каких героев или вот... Не чего? знаю. Мне кажется, что у ребят слишком пассивный стиль игры. Типа в лейтик, да, выйти, и там мы развалим? Или как? Ну, прям вот защитный. То есть по макро мне совсем не нравится, очень много действий, там, не всегда согласен с передвижением. Но опять же, это у каждого же есть какой-то, Ну, да, понятно. это мое субъективное мнение. Вот. И где-то хорошо играют, но вот часто очень играют чересчур защитно, и хотелось бы видеть бы от них больше агрессии, потому что мне кажется, что против самых сильных грандов, чтобы вот именно пойти и ворваться в топ-3 условно, ну, так очень сложно будет победить. То есть ты сидишь и ждешь от моря погоды, и то, что враг сам к тебе придет и Понятно. убьется об тебя головой, условно. То есть, возможно, это дота где-то позволяет делать, возможно, какие-то драфты это позволяют делать. И у ребят реально круто получается реализовывать определенные стратегии защитные. Но мне они не очень симпатичны, эти стратегии. Поэтому подсказать, что делать, я не могу. Ну, то есть, ребята, типа, мол, давайте пикайте других Нет, ну, героев, подожди, берите пуджав керри, и понеслась. Ты же с Андрюхой, там, у тебя связь налажена с Андреем Чепенко. Что ты ему уже говорил по драфтам? Ну, что-то говорил. Ну, нам не скажешь. И я спрашивал, почему ребята в последней игре вместо снайпера не взяли Ланаю. Вот. Он мне, конечно, ну, пояснил, почему. Ну, Но ты не согласен. нет, почему? Объяснение было адекватным. То есть можно было играть и со снайпером без проблем. Ребята и выиграть могли, как мы Ну да, все там видели. уже близко было. Да. Но я хотел видеть именно Ланаю, потому что Идан на ней сыграл более 1000 игр, и он на ней охеренно играет, реально круто играет на этом герое. Я хотел просто видеть этого героя, потому что он в салат выносил 4 из 5, и там была Энигма, которая в лейт, а Ланая — это таймеровый герой, который просто продавить может, и у ребят хватало всего. Я не видел какой-то сверхъестественной проблемы, по которой ее бы было не взять. То есть или какая-то боязнь проиграть линию, потому что Ланаю там понерфили на лейнинге, и Лина действительно с ней до этого 50 на 50 стояла. Вот. Или я не знаю, вот в чем проблема ее было не взять. Я ее хотел видеть. Вот, соответственно, я там высказался там Андрюхе, мы там с ним поспорили немножко там и так далее. Но это же просто тоже субъективизм, там выстрел, знаешь, как в никуда. Данька, давай теперь про твою доту поговорим. Давай. Ты, значит, поиграл в Тайгерс какое-то время. Вообще, как тебе в целом играть было в азиатском регионе? Другой менталитет, другие люди, все другое, культура. Дота другая. Опыт был очень положительный. Я сидел дома, я очень много тренировался в этом году. Прям, не знаю, чуть ли не больше, чем когда-либо, наверное. Ну, не знаю, мне сложно сравнивать, но безумное количество. Вот, в основном я там играл по другими аккаунтами. Значит, Да, зашел в какой ты топ вошел? Скажи не мне. скажу. Ну, я-то или скажу? знаю. Ладно, скажу. Скажи. Не, ну в какой момент я там топ-35 был, я в принципе мог и дальше поднимать. Это просто вопрос гринда. То есть ты берешь примерно одно и то же, Играешь, я понимаю, играешь, да. Слушай. У тебя винрейт будет 55%, ты менее всего зависишь от тиммейтов в каких-то моментах. Качаешь. Против тебя такие же ребята попадаются, которые пытаются делать то же самое, у тебя выходит лучше. Вот, Все, конец. Почему, играя на левом аккаунте, извините, ты добил, 35-й ранг, почему? Но он уже не 35-й. Ну, я понимаю, но что ты взял, почему на основном не получается? Во-первых, нет такой цели. Во-вторых,
это намного сложнее. Определенных героев, которыми будет это легче делать, мне просто лень спамить. Мне Да. просто не хочется тратить время на это. Играть в удовольствие разными героями на своем аккаунте очень сложно, потому что как бы люди не говорили, что именно меня по барабану, но они меня все равно фокусят в игре, выводят меня на эмоции, и мне потом еще сложнее продолжать играть. Соответственно, это неэффективно. И я просто на основном аккаунте играю в удовольствие, стримлю на нем, что-то тестирую, то есть он у меня как вот такой. И плюс это на самом деле плюс того, что я не палю людям, чем я играю. То есть если я потом пойду играть в какой-то команде или, соответственно, буду играть, ну, то люди не будут знать, чем я играю. Как много людей знает этот твой второй аккаунт? Мало. Мало. Но у меня не только второй, у меня еще есть. Понятно. Ладно, вернемся к азиатскому региону. Давай. В целом позитивный опыт. Позитивный опыт. Я сидел дома, играл, ждал у моря погоды. Не хотел играть в СНГ регионе по разным причинам. Соответственно, поехал в Азию, в Малайзию. Меня позвал 1437, им нужен был мидер. Я спросил его состав, он говорит: Муши, Мунминдер, он и Сейфер, которого я не знал на то время. Парень для меня был неизвестен. Вот, я посмотрел, говорю, думаю, ну, ребята толковые, все выступали на крупных турнирах, у всех есть хороший опыт, наверняка есть чему у них поучиться в том числе. То есть 1437 был коучем у Secret, там Муши много где там выступал, играл, у него есть Мунминдер даже где-то какую-то американскую команду там, по-моему, капитанил. Ксейфер, оказывается, был капитаном в индонезийской своей команде. Вот. И я думаю, ну, поеду, Ну, попробую, интересно, в да. любом случае. Я хотел попробовать в другом регионе, не в СНГ, и поехал. Опыт, я приехал, неделю с ними поиграли, сразу было видно, что ребята не могут найти какой-то общий язык, потому что собралось 5 капитанов, грубо говоря. Ну, я такой полукапитан был. Они между собой там, значит, терки, терочки, нет, ну как сказать терки, ну такое все френдли. Но не нашли общий язык. Вот, муж позвали в Астер, он сразу ушел через неделю. В итоге мы сыграли только одни квалификации на минор или на мажор. Я вот прям приехал, мы на второй же день играли, Да, я я с Жетвагом помню, играл, что такое и мы 0 игр сыграли вместе практически. Вообще ничего было не готово, то есть просто с нуля. Ну, мы, соответственно, проиграли там, потому что тир-2 сцена в Азии, она прям, ну, очень компетитив, прям она безумно мощная, она прям, мне кажется, мне кажется, она сильнее, чем в СНГ тир-2 сцена. То есть вот, если была возможность их всех собрать команды и повоевали, чтобы между собой, я бы на это посмотрел с удовольствием. Ну и, в принципе, результаты на каждом турнире показывают, что азиатские команды всегда занимают места выше, поэтому можете поверить моим словам. Ну ты поиграл? Да, я решил поиграл, вернуться. там, значит, у нас составы поменялись, и вот под конец этого месяца, который я первый туда поехал, уже начало у нас что-то получаться, но уже не было турниров. То есть турниры мы все там отборочные не прошли, и вот начало что-то получаться. Я вижу прям, вау, круто. То есть я там в каждую игру захожу, ну, условно, мы там играем 3 КВшки, я могу 3 КВшки с Beyond Godlike бегать, мне приятно. То есть у нас как-то баланс получился между игроками, хотя Мунмидер сел там на керри, мы позвали Велу на оффлейн, и у нас что-то начало получаться. Вот, потом я уехал, с Мунминдером они попрощались, взяли, ну, и мы начали искать на керри еще кого-то, кто керри, потому что Мунмидер, он на самом деле оффлейнер. Нашли парни из Вьетнама, позвали, я приехал еще раз, вот, но у нас в этот раз уже не стакнулся баланс, и у нас особо не получалось. Я еще месяц с ребятами поиграл, мы съездили на турнир в Индию, вот, и все, на этом я решил, что пора заканчивать, потому что это очень непросто находиться в Азии. Я там за месяц 5 раз выхожу на улицу, жарко, другой менталитет, другая еда, другие люди. То есть это был интересный опыт, и интересно было играть доту, это было прям все времяпровождение в доте, нон-стоп. И я набрался очень много знаний, опыта, которых у меня не было, и там в макроигре, и где-то, то есть поэтому я безумно доволен этой поездкой все равно. Это мне много дало, я уверен, и в будущем я это 100% буду использовать. Угу. Ты приехал домой, решил играть квалификации на ин. Вот. Как так выбор пал на Панго? Почему Панго звали или куда-то еще? На квалификации меня, по-моему, не помню, что кто-то меня куда-то звал. В СНГ команды меня звали, Но ты не хотел. я не хотел. Но в Панго Очень пошел. много команд мне писало. Потом мне написал
Игорь Бэтплея, знаешь такого? Написал так и так, Давай. вот, мол, так и так. Я говорю, что пойду играть, но при условии, что я буду капитан. Вот, что я буду драфтить и буду ставить определенные условия. Вот почему ты решил вот наконец-то быть капитаном? Потому что долгое время ты как-то вот доджил, скажем это. Да. Сейчас ты уже понял, что все, пора, вырос. Я набрался каких-то знаний, которых мне не хватало. Набрался уверенности в себе в этом направлении. Понял, что могу, решил попробовать. Именно вот в Панго я попробовал себя в этой роли. И только сейчас я подкрепил свою уверенность в том, что я могу это легко делать, на 100% уверен. При этом у меня есть огромный багаж знаний, которым я могу делиться с людьми. И на дистанции, то есть, причем в разных сферах, не только прямо в игре, не только там в макро, не только в драфтах, но и в психологическом плане, в командном плане. То есть, есть очень большой багаж знаний, которым можно орудовать. Я разговаривала с Попеем в интервью. Ну и там слово за слово, Дэнди, то все, что делать. Ах, вы хитрые какие. Вот. И что, он меня Он- обкакал? Нет. Обосрал? Мы говорили, что Дани, У Дани большая фиссура. но, Говорит, Пупея, а Даня, а у Пупея вообще жесть. Мы в одном номере не раз жили. А у тебя с цензурой интервью или без? Без. Отлично. Так, ладно, Ему давай на будет приятно. серьезку. Вроде пива не пили, а тут пошло. В общем, он говорит, что Дане нужно пересесть на другую роль, потому что он действительно, у тебя очень большой багаж знаний, и тебе нужно делиться этим. Играя в миду, в миду, ты не, это такая роль, тебе нужно фокусироваться на своей игре, это микро, это сложная штука, и совмещать именно мид и капитанство тяжело, и поэтому он говорит, чтобы ты мог больше давать команде и возвращать этих маленьких дотеров. Как ты на это сейчас смотришь вообще? Я, скорее всего, возможно, ты его где-то неправильно поняла, возможно, я не где-то, я же не смотрел, не слушал, Да. не знаю. Мне кажется, имеется в виду то, что мидеру нужно постоянно поддерживать уровень игры, развивать какой-то пул героев, поддерживать на высоком уровне. Для этого надо много играть. Когда ты много играешь, ты можешь меньше времени уделять другим аспектам. А другие аспекты в капитанской роли, например, важны. Это просмотр реплеев, анализ чего-то, подготовка, помощь своим тиммейтам по определенным реплеям и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже отнимает огромное количество времени. Соответственно, если ты затачиваешь свою игру, ты тратишь все на это время почти, и на второе у тебя не остается. Или остается мало. То есть только в этом, возможно, есть какая-то проблема мидера. Но тут это тоже какими-то способами можно решать. Можно чтобы кто-то помогал, можно использовать какие-то всякие тулзы. А по поводу того, что ты говоришь, что с мида сложно управлять игрой или еще что-то, нет, вовсе нет, потому что каждый выполняет свою работу. Нету такого, что есть поводырь, и он всех ведет. То есть это только у людей, которые не понимают, как работает на самом деле команда извне, они так себе, может быть, кто-то из них представляет, что вот есть какой-то поводырь, он хлыстом, так, сюда идем, туда идем, сюда идем. Но такого на самом деле в игре нету, и все 5 игроков на тир-1 уровне, на высоком уровне, должны понимать, что в той или иной ситуации делать, когда, зачем, почему. Это отрабатывается на реплеях, на КВшках, и каждый креативничает, принимает какие-то решения важные, и не может это делать один человек, это невозможно. Соответственно, свою роль, свою задачу, то есть я могу выполнять и от нее отталкиваясь делать какие-то колы. И так должен делать каждый в команде, так работает команда. Поэтому, то есть капитан это больше формальность, но все же это человек, у которого есть дополнительная какая-то опция, рычаг, за который он может потянуть. Потому что последнее слово всегда в игре за капитаном, и вообще везде за капитаном. То есть если кто-то скажет «go», а капитан скажет «нет, назад», то, скорее всего, вы отойдете назад. Ты возвращаясь к Панго, в целом тоже опыт для тебя позитивный. Для меня опыт позитивный, но результаты команды негативные. Мы в 2 Best of 1 проиграли Да. и вылетели с квалификаций. При этом, результаты на играх подготовительных
у нас были довольно-таки хорошие, очень хорошие, и у меня было много ожиданий. Но ожидания не оправдались. Такое бывает, случается, не повезло, были на то причины свои. То есть не все у нас было там супер гладко, были какие-то проблемы. Вот. Не хватило, возможно, времени решить эти проблемы. Но это все не важно, это уже такое, формальность. Если подытожить сезон 2018-2019 года, каким он был для тебя? Дырявым. Ну, я пропустил весь год почти. Но я набрал для себя определенных знаний и опыта, которых мне не хватало. То есть, в принципе, со всего нужно искать позитивные вещи. Здесь было тоже очень много позитива. Скоро грядет новый сезон. Интернешнл заканчивается, у всех небольшой перерывчик, ну и буквально сразу же уже начинается. Какие у тебя планы на следующий сезон? Какие у меня планы на следующий сезон? У меня очень серьезные планы на следующий сезон. После определенно долгого времени и многих людей, которые меня подталкивали на это, я вот решил, что пора делать дело. Соответственно, я планирую создать свою команду, организацию и пытаться ее развивать. На это меня очень много, опять же, людей подтолкнуло, вещей. Вот я недавно даже сайт запустил, dandy.pro. То есть просто вот, чтобы была какая-то обратная связь комьюнити. И, в принципе, очень много людей мне даже там на это намекнули, там показали. Мне кажется, все, наверное, твои близкие тебе это говорили. Да, все верно. Но вот решился сейчас на это, наверное, из-за того, что ты ушел в свободное плавание? Я уверен в своих силах, я ушел в свободное плавание, я набрался знаний. Еще я не очень хочу, чтобы как-то меня люди использовали где-то, да, если я пойду в какую-то команду. А так я, в принципе, сам себе режиссер и сам могу делать, что хочу. Слушай, создавать свою организацию — это такая вещь, знаешь, не такая простая. Это куча каких-то организационных моментов. Как ты планируешь это решать? Да, я думаю, все увидят. Что я могу сказать, это то, что есть у меня определенное видение о том, как, что делать, как строить команду, как правильно готовиться, аналитическое видение, скажем так. Я в нем очень сильно уверен. Я не уверен, что есть такие подходы, то есть где-то я вот именно планирую такой серьезный подход. Может, потом больше где-то расскажу, как и что. А вообще ищу помощь людей, то есть если кто-то хочет чем-то помочь, хочет поучаствовать, то есть есть какие-то предложения, то, пожалуйста, пишите, заходите. На dandy.pro есть снизу email, пишите туда. Если вы хотите поучаствовать в создании организации Дани, как-то ему помочь, советом, деньгами, чем угодно, мы оставим ссылочку и можете написать Дане. Да, есть какие-то инвесторы, спонсоры, пишите, ребят, мы поговорим. Ты уже видишь игроков, которые должны быть у тебя в организации, и это СНГ регион или это Европа, Азия? Ты знаешь, вот с этим большая проблема, потому что на меня люди смотрят через какое-то решето. То есть из-за того, что последние 3 года были для меня неуспешные в плане результатов, и из-за того, что мне уже 29, в комбинации этого люди на меня смотрят, и, да, 30 скоро, да, смотрят и думают, а вот он уже не доигрывает, он там что-то реакция, там старый, что-то 3-е, 10-е, и плюс долгое время не выигрывает, там, зачем с ним, мол, играть? Мы лучше там пойдем там с тем поиграем, или тут попробуем, там попробуем. Соответственно, мне очень сложно заполучить сильных игроков в свою команду, переубедить их в том, что там, я очень серьезно настроен, что я готов работать, не покладая там рук 24/7, что у меня есть знания, что все еще там есть, условно, умения и так далее. Мне сложно. Соответственно, у меня есть выбор или там собрать более слабую команду и попытаться с ней вырасти, что не всегда работает, потому что слишком много факторов играет. Там, или ждать у моря погоды. Вот, и, соответственно, и это еще одна причина, по которой я решил создать что-то свое, потому что у меня есть уверенность, что даже если соберу что-то менее, там, не тир-1 уровень, допустим, тир-1 уровень, наверное, сейчас в моих условиях нереален, да, то я все равно смогу сделать так, что мы вырастем, то есть как команда, и начнем показывать результаты. Я в этом уверен, потому что с тем подходом, который я планирую, с той подготовкой, которую я планирую, то есть я не хочу, опять же, пока все там раскрывать,
Я уверен, что все сработает. Конечно, Да, по не поводу медлить. позиции я как бы тоже не привязан. То есть зависит от того, кого я найду себе игроков. Я могу тоже, возможно, пересесть на какую-то другую роль. Вот так вот. А какая предпочтительнее? Мид. А после мида? Наверное, все кроме керри. Керри на самом деле не так сложно будет, наверное, найти. Вот я тебя до этого спрашивала про пересесть на другую позицию. Ты говоришь нет, но вот ради своей Яргит можно уже и подумать. Хочу всеми силами попытаться выстроить команду. Соответственно, ради этого я готов, да. Ну, хочется действовать, Поборол себя. силушку показывать, Классно. по щам давать. Ребята, если кто-то хочет со мной попробовать поиграть, тоже пишите. Мы посмотрим, все рассмотрим. Обязательно, ребятки, ссылка на Данин сайт и на контакты будет в описании под этим видео. Так что впереди тебя ждет непростой сезон. Кто его знает? Простой или непростой, там как пойдет. Даня, будем заканчивать это интервью. Тебе большое спасибо за то, что уделил время и поделился с нами своими планами. Это очень важно. Я желаю тебе удачи, хочется, чтобы у тебя все получилось. Вот несколько слов, если тебе есть еще что добавить ко всему вышесказанному, можешь вот прям в ту камеру. Хочу сказать, что был очень приятно удивлен, то есть когда запустили dandy.pro, и люди начали писать туда пожелания и что мне делать дальше, да, то есть я спросил вопрос. Безумное количество позитива, я прям было очень приятно читать. При этом я перечитывал каждое сообщение, потому что я их акцептил или деклайнил. Я ничего не деклайнил, только там, где, прям совсем какое-то российское что-то пишут, чтобы на сайт не попадало. Вот. Все остальное я акцептил, поэтому я каждое читал, и прям за 2 дня, безумно заспамили. Сколько было сообщений? 3000 сообщений там с лишним, мы что-то 70 тысяч лайков, дизлайков наклепали, поэтому было очень приятно это все читать. То есть вот такой вот способ общения, да, какую-то прямую связь с комьюнити держать, мне очень понравилось, прикольно. Поэтому спасибо вам за все теплые слова, которые вы написали, и не теплые тоже, там жопу покажи, и все было, короче. Можешь Всё показать, для тех, кто просил. Ну ладно, для тех, кто просил, короче, сейчас, погодите. Я думаю, что на этом мы и закончим интервью. Спасибо, ребята, всем. Все, топите, поддерживайте, пишите Яне, Пишите мне. мне пишите. Пишите, пожалуйста, кто что может, умеет. Всем буду рад. Да, Дань, тебе еще раз спасибо. Давай, обнимашечки. Я от всего комьюнити... Давайте. Спасибо, ребят, что смотрели это интервью, и всем удачи. Спасибо. Да, это, конечно, сильное окончание. Хорошо было. Спасибо вам, что вы со мной посидели до часу ночи. Да, мы Дождались стартанули в 23:18. А знаешь, сколько сейчас? Да. 0:36. Отлично. Выпей за ваше здравие. Что вы пьете? Сейчас рыб будет. Нет. Что вы не пьете? Red Bull. Да, не тебя не ожидал, конечно, такого. Нет, это реально Red Bull. Тут нет никакой аудио. Так, это поаккуратненько, пожалуйста. Не ссыте, все будет. Это минус лицо сейчас будет, скорее всего. Сиди. Чего нет, это будет моей рукой, я не хочу. Увидеть. Сидишь? Сиди. Давай, я как... Тебе не... Ой, я боюсь. Слушай. Не получится. Давай. Ну, тут и легко вас слушать. Итак, Батюшка каратист. Выходит на нее первый участник матча 1 на 1. Дэдди! Что происходит в зале, описать словами невозможно.